Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Согласна с вашими многочисленными комментариями, что от обилия вязаных моделей на канале у вас аж в глазах рябит, и хочется все связать, и все такое красивое. И все это, девочки, вы реально можете связать, если будете следовать инструкции, которые я сейчас вам попытаюсь рассказать, как это делаю я. Но, в принципе, технологию вязания разработал, конечно же, не я, придумала расчет плотности, конечно же, не я. Все это давно применяется в мире вязания. Все известные дизайнеры в мире моды давно этим пользуются. И я хочу сегодня вам рассказать, как конкретно я составляю инструкцию перед тем, как начать какое-нибудь изделие вязать. Итак, сегодня я буду вам рассказывать, как любую готовую модель, которую вы увидели в картинке, не обязательно охотиться за описаниями, не обязательно их искать, ведь для того, чтобы связать любую модель, которая вам понравилась, которую вы встретили в интернете или в журнале, достаточно иметь выкройку и схему. И все. Все остальное вы можете сделать самостоятельно. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Расчет, подобрать пряжу, спицы, все можно сделать самим. И на примере сегодня одной модели мы будем разбирать, как это нужно сделать. Ну, конечно же, начинается составление инструкции по вязанию с того, что пришла вам в голову мысль, хочу связать, допустим, джемпер. Джемпер, вот сейчас у нас лето на носу, да, к лету связать джемпер с коротенькими рукавами, да. Конечно же, вы должны выбрать себе модель, то есть вы должны образно представить, какой вы хотите, какого цвета вы хотите, да, какой узор, там с ромбами, с вертикальными ажурными полосочками или с плотным узором, то есть или с какой-то сеточкой. То есть выбор здесь, конечно же, за вами. И вот вы увидели модель, которая вам отвечает всем вашим требованиям, вы хотите ее связать. Подберите под себя цвет. Возможно, вам нравится все, как у данной модели, то есть и цвет совпал, и узор вам нравится, все вы готовы вязать. Итак, вы должны выбрать пряжу, да, то есть чтобы структурно она подходила под данную модель. То есть она не была ни слишком тонкой, ни слишком толстой, да, и, соответственно, по выбору вам нужно определиться спицы, крючок, какой номер, да. То есть это пункт 2 идет в нашей инструкции. Затем вам необходимо составить выкройку, девочки. Выкройка бывает часто, если это модель из журнала, она бывает готовая, но нет никакого страха, не должно у вас быть, составить эту выкройку самостоятельно. Если вы хотите классическую модель связать, то есть у вас должен быть рукав, полноценный рукав с окатом, да, то есть у вас должна быть пройма вывязываться. Сейчас очень часто вяжут спущенный рукав, поэтому тут тоже на ваше усмотрение. Если это готовая модель, то вы, конечно же, хотите повторить, допустим, один в один то, что видите на картинке перед собой, да, тогда вы пользуетесь той самой выкройкой, которая подходит под вашу выбранную модель, да. Четвертый момент, четвертый пункт нашей инструкции
надо связать образец узора. Но здесь, конечно же, нужно либо описание узора, либо схема. Я пользуюсь обычно схемами. Описание крайне редко пользуюсь. Мне удобнее разбирать узор по схеме. Так, после того, как вы свяжете узор, необходимо сделать влажную тепловую обработку. И это тоже нужно обязательно не игнорировать, обязательно делать. Для чего мы делаем влажную тепловую обработку? Вы знаете, что любое вязаное трикотажное изделие после стирки вытягивается, да, то есть оно проходит такой момент адаптации, то есть и часто то, что мы связали, после стирки вытягивается и становится совсем другого размера, не того, который нам нужно. Вот для этого нужно правильно применять технологию вязания, то есть необходимо расчет плотности произвести. Да? Для того мы и делаем влажную тепловую обработку образца, чтобы провести расчет плотности. Горячим паром обдаем наш образец с вами. Так. И тянем его, девочки, энергично в разные стороны. По вертикали, по горизонтали тянем, чтобы искусственное, вот так скажем, постирали типа. Да? Он у нас очень податливый такой. Так, еще разочек тянем. Края лучше отпарить тоже. Кромочные у нас тоже будут участвовать в расчетах. Расправляем его окончательно и даем ему высохнуть в таком вот виде расправленном. Пункт номер 6. Расчет плотности мы делаем следующим образом. Я сейчас вам покажу формулу этого расчета. Вот такая у нас есть формула, я ее составила, смотрите. Значит, когда мы считаем плотность по горизонтали, то есть в ширину, да, мы делим с вами количество петель образца на ширину этого образца в сантиметрах. И получаем плотность, вот видите, ПГ по горизонтали. Мы считаем, и записываю я всегда, сколько в 1 сантиметре получается петель. То есть эта плотность дает нам вот это знание, сколько в 1 сантиметре умещается петель. По вертикали мы делим количество рядов на длину в сантиметрах образца и получаем ПВ, плотность по вертикали. И дает нам эта плотность, сколько в 1 сантиметре умещается у нас рядов. Вот такая формула. Давайте измерим с вами ширину и высоту нашего образца. Меряем ширину. 18,5 у меня получается ширина. Мы набирали с вами 39 петель. 39 поделить на 18,5 сантиметров. Это будет 2,1. Запишем. В 1 сантиметре 2,1 петли умещается. Дальше по вертикали давайте тоже померяем. Так. Высота образца 14 сантиметров. 14 сантиметров у меня связано в образце 2 раппорта по 16 рядов. То есть 2 раппорта по 16 это 32 ряда. И поделим на 14 сантиметров. Будет у нас число 2,28. Но 2,3. Да? Запишем, что в 1 сантиметре 2,3 ряда умещается по вертикали. Теперь с помощью этих цифр с вами возьмем выкройку и будем делать расчеты на разные размеры. После того, как вы узнали эти две ценные очень цифры, которые нам в дальнейшем понадобятся, вы должны составить попетельный расчет изделия. И вот сейчас на примере я вам покажу, как это сделать, имея выкройку и плотность.
Итак, девочки, я вот составила такую инструкцию по расчету изделия, да. Здесь я буду рассказывать вам. Здесь распечатала я формулы: расчет ширины, расчет длины изделия, расчет скоса по вырезу горловины по рукава, и еще у нас бывает расчет скоса плеча, там немножко другое, да, и расчет равномерных прибавок-убавок, что как. Эту инструкцию я выложу под видео для вашего, так сказать, понимания лучшего. Вы ознакомитесь с ней. Здесь довольно все просто. Я расписываю. Смотрите. Расчет ширины, да, изделия. То есть мы ширину в сантиметрах умножаем на плотность по горизонтали, получаем количество петель, да. Расчет длины. То есть мы длину в сантиметрах изделия умножаем на плотность по вертикали, получаем количество рядов. Понимаете, самого изделия. Расчет скоса. Здесь конкретно я буду рассматривать, вот эта формула подходит для выреза горловины или рукава. Вырез горловины, я имею в виду V-образный вырез. Вот. И высота скоса у нас это делится на количество петель, которые нужно убавить, прибавить, да, и получаем интервал. Интервал, то есть через равные промежутки. Для чего делается расчет скоса? Чтобы определить равное расстояние между прибавками и убавками. Да? Ведь часто в описаниях пишут равномерно прибавить, равномерно убавить. Вот имейте в виду. И расчет скоса плеча немного отличается. Здесь высота скоса в рядах делится на количество убавок в штуках. Да? То есть, предположим, надо нам сделать три убавки в плече. Да, обычно делается скос, чтобы сформировать. И мы получаем количество петель в каждой убавке. Да? Предположим, у нас плечо давайте возьмем 18 петель, да, и надо сделать 3. В каждом втором ряду обычно убавки делаются, и нужно сделать 3 стадии убавки, да, то есть мы 18 поделим на 3 и получим число 6, то есть 6 петель у нас будут убавляться в каждом втором ряду. Надеюсь, это понятно, да? И что такое расчет равномерных прибавок-убавок? Часто в описании пишут равномерно, в последнем изнаночном ряду, предположим, надо равномерно прибавить там 10 петель, да? То есть, что это такое? Равномерно. То есть, через равное расстояние. То есть, мы должны с вами общее количество петель разделить на количество петель, которые прибавляем, убавляем. И получаем интервал. Предположим, у нас 100 петель, и нужно еще 10 прибавить. Вот мы 100 поделим на 10, то есть, получим число 10, да? То есть, ну, а сейчас я вам покажу на примере расчета изделия джемпер с короткими рукавами на лето, который, в общем-то, вам даст объяснение, как на практике применить вот эту инструкцию по расчету изделия. Да? Так, и что еще? Возвращаемся. Вот после того, как мы с вами сделаем попетельный расчет изделия, да, мы с вами будем составлять инструкцию описания вязания. То есть я обычно беру вот такое описание составляю, да. Ну, у меня здесь на несколько размеров, вы на свой размер, естественно, делаете. И вот я пишу там набрать на спицы. И то есть порядок действий у меня здесь вот вырисовывается полностью, да. То есть я все здесь учитываю, мои хорошие. И как расположить узоры, да. И через сколько сантиметров мы делаем какие-то действия. Часто мы делаем какие действия? Закрываем петли проймы, да. Затем вырез горловины формируем, скос плеча часто формируем. Вот. По рукава. У рукавчика мы тоже определяем, сколько петель набрать, затем мы вяжем узор, тоже определяем, как его расположить правильно, симметрично, сколько раппортов у нас умещается, да, мы обязательно делаем расчет скоса, и вот это все я обычно вам рассказываю и показываю для каждого изделия, но вы все это можете сделать самостоятельно, если внимательно посмотрите сегодняшние мои объяснения, да. Вот.
То есть последний этап – это составить вот такое описание. Не обязательно его, конечно, на компьютере печатать, хотя это очень удобный формат, да. Это можно в тетрадочке от руки написать или на какой-то бумажечке отдельной, красивой для себя оформить, чтобы ею в процессе вязания было эстетично, приятно пользоваться, чтобы она у вас была всегда перед глазами, и вы никогда, в общем-то, не совершили какое-то действие наобум, да, то есть тут у вас все расписано, все показано, все по пунктам разложено, то есть не нужно так пренебрежительно относиться к этим формальностям. Это не формальности, это залог вашего правильного связанного изделия, чтобы оно вас потом радовало, а не печалило, понимаете? Итак, мои хорошие, давайте я вам сейчас на примере одного джемпера летнего расскажу, как я обычно делаю такой расчет с учетом плотности и выкройки. Вот такая у нас будет с вами участвовать сегодня выкройка. И описание мы будем составлять для 44-46 размера. И размерчик будет 50-52. На первый размер у нас будет, значит, ширина 49 сантиметров спинки и переда. Для второго 56 сантиметров. Ну и, соответственно, как обычно мы с вами это делаем, узнаем количество петель по спинке и переду. Для этого мы ширину с вами умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определили, по горизонтали в 1 сантиметре 2,1 петель. Да? Значит, 49 сантиметров умножить на 2,1. Получаем вот такое число 103. То есть округляем 103 петли. Второй размер у нас идет 56 сантиметров. Умножить также на 2,1 плотность. Это будет 118, округляем, петель. Сразу вам говорю, 119 петель надо, чтобы было для красивого распределения узоров. Запишем 119. Теперь определяем, сколько целых раппортов узора у нас с вами умещается в этом количестве петель. Для этого смотрим еще раз на схему. У нас раппорт 16 петель составляет, да? Поэтому общее количество петель 103 для первого размера делим на 16. Это будет 6 целых раппортов. Как помните, мы с вами делали 5 петель за раппортами для симметрии, да, вот 5 петель. И также мы при вязании эти 5 петель тоже будем для симметрии добавлять. Получается 6 целых раппортов по 16 петель составляет 96 петель. Добавляем еще 5 петель для симметрии и 2 кромочные. 103 петли, то есть как раз то самое количество петель, которое мы с вами изначально и хотели. Да? Следующее у нас идет 119 петель. Делим на 16 число петель в раппорте. Получаем 7 целых раппортов. 7 умножить на 16. 112 петель. 2 петли плюс 5 петель для симметрии. И плюс 2 петли кромочные. Получаем 119 петель. То есть вы поняли, да, мои хорошие, что мы с вами должны будем набрать вот это количество петель расчетное. На первый размер у нас будет идти 6 целых раппортов, на второй 7 целых раппортов. Плюс 5 петель для симметрии. Визуально это будет выглядеть вот таким образом. Смотрите. Я всегда рисую схематично, да? 6 раппортов по 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. По 16 петель. Представьте, что это ваш наборный ряд. Я нарисовала эту линию, да? Смотрите, у нас справа одна кромочная, слева одна кромочная. И с левой стороны у нас идут 5 петель для симметрии. Как их вязать, вы видели. Мы вязали образец. Вот таким образом у нас получается распределение узоров. В сумме это составляет 103 петли. Для второго размера отличие будет в том, что их будет не 6, а 7 раппортов. 7 раппортов по 16, 5 петель также для симметрии слева и кромочные справа и слева. Так, с этим мы определились, да?
Теперь давайте посчитаем, сколько петель придется на вырез горловины и пройму. Глубина проймы я взяла среднюю такую 5,5. Вы можете эту величину либо уменьшить, либо увеличить. Обычно берется либо 5, либо 6 сантиметров глубина проймы. Ну вот мы взяли среднюю 5,5. И 5,5 я также умножаю. Это в сантиметрах величина, также на плотность 2,1. У меня получается 12 петель, видите? Можно 11 взять. То есть это будет зависеть от индивидуальных особенностей вашей фигуры. Если у вас широкие плечи, вам лучше плечи побольше сделать, да? Тогда надо взять 11 петель. Если узкие плечи, сделайте поглубже пройму, то есть 12 петель. Так, и вырез горловины. Смотрите, на выкройке у нас стоит размер 20 сантиметров. Я думаю, что это на маленький размер нормально будет. А на большой, смотрите, я взяла на сантиметр больше. То есть 21 сантиметр. Давайте также определим количество петель. 20 сантиметров умножить на плотность 2,1. Это будет 42 петли. Нам надо, чтобы было нечетное число. Возьмем 43 петли, девочки, потому что у нас в наборном ряду участвует нечетное количество петель. Правильно? Так, ну и для большого размера я тоже взяла 47. Здесь у нас, знаете, девочки, будет планка вязаться 3 сантиметра шириной, высотой, то есть. Поэтому я думаю, что вот эта вот широкая величина выреза горловины совсем нам не помешает. Совсем. Это очень хорошо. Так, то есть определяем, что для первого размера 43 петли, для второго 47 петель вырез горловины. Конечно же, вы можете эти величины откорректировать под себя лично, как вы считаете нужным. Далее. Плечи. Все, что осталось, идет на плечи. Согласны? Согласны. То есть из общего количества петель 103. Отнимаем 2 проймы, по 12 петель, это 24 петли, и отнимаем для первого размера 43 петли вырез горловины. Получаем 36 петель. Делим на 2, на каждое плечо по 18 петель приходится. У меня для второго размера 24, я также посчитала, 24 петли получилось. Теперь я хотела бы перейти к рукавчику и тоже здесь также распределить узоры. Смотрите, у нас здесь вот обозначено 28,5 ширина рукавчика. Я посчитала, это получилось 59 петель, также с нашей плотностью. Но 4 петли, в общем, если вы считаете, что так именно должно быть, сделайте 59 петель. Я написала для первого размера 55 петель, и у меня получается 3 целых раппорта умещается, плюс 5 петель для симметрии, как обычно, да? Вот, для второго размера я прибавила еще один раппорт, 16 петель, и получилось 71 петля. 4 раппорта у нас получается, плюс 5 петель для симметрии слева и 2 кромочные. Вот так. И самой широкой частью рукавчика я также умножала плотность. Ширину умножала на плотность. Для первого размера у меня получилось 71 петля, для второго 77 петель. Вот, то есть самая широкая часть рукава. Теперь скос. Что касается скоса. Я определила, что для каждого скоса мне необходимо будет прибавить для первого размера 8 петель, а для третьего всего 3 петли. И получилось, что я высоту скоса перевела, вот у нас стоит по выкройке 10,5 сантиметров. Перевела с помощью нашей вертикальной плотности, вот этой вот величины, в 1 сантиметре 2,3 ряда. Я перевела это все в ряды. То есть я взяла нашу по выкройке величину 10,5 сантиметров скос, умножаем на плотность 2,3 и получилось 24 ряда. И вот эти 24 ряда я делю на то количество петель, которое нам надо с вами равномерно прибавить. В первом размере это число 8. Делю на 8. То есть я буду делать прибавки в каждом третьем ряду. Для второго размера у меня получилась ситуация такая, что 24 ряда я делю 3 петли на каждый скос.
на 3. И здесь получается наоборот картина, что в каждом 8-м ряду я делаю прибавку. Всего 3 раза делаю прибавку, 3 петли. Вот. И после того, как вы эти прибавки все равномерно свяжете, у вас должно получиться то самое количество петель, которое я сейчас только что называл. 71 для первого размера, 77 петель для второго размера. С этим понятно. Но, коль я уже начала говорить про вертикальную плотность, я бы хотела заострить ваше внимание, девочки, не игнорируйте вертикальную плотность, измеряйте любой вертикальный размер на выкройке рядами. Потому что мы уже с вами учли то, что после влажно-тепловой обработки полотно совсем принимает другие формы, оно обычно вытягивается, растягивается. Вот. И мы это сознательно учли заранее. Вот. И теперь мы применяем эту плотность. То есть, смотрите, вот у меня стоит мерка 35 сантиметров от планки, которую мы вяжем резиночкой 1 на 1, до проймы стоит, значит, величина 35 сантиметров, и я ее сразу перевела в ряды. Вот у меня стоит равно 80 рядов. 35 я также умножил на плотность по вертикали 2,3, у меня получилось 80 рядов. Видите, берется четное число всегда в рядах. Так, 80 рядов вяжу и вяжу, закрываю петли проймы, да, то есть любой размер, например, там какая-то величина, я сейчас не буду считать, по высоте, также, когда мы начинаем считать, закрывать петли по вырезу горловины, мы тоже измеряем в рядах величину, которая у нас будет дана на выкройке в сантиметрах. Сами переводим с помощью плотности. И когда вяжем, именно рядами измеряем. Ряды легко очень переводить в раппорты. Да? Смотрите, раппорт 16 рядов у нас. Вот смотрите, от планки мы вяжем до проймы 80 рядов. 80 поделить на 16, это будет 5 целых раппортов. Видите, какая классная вещь. То есть вы, особо не задумываясь, посчитали, написали 80 рядов, 5 раппортов, да? Ручкой не пишите. Все, 5 рап. И вот вы связали планку 3 сантиметра высотой. И затем нашим узором 5 раппортов целых связали и начали закрывать пройму. Все, задумываться не нужно. Все четко по выкройке расписали сами для себя и вяжете вот таким индивидуальным описанием. Конечно же, высоту изделия надо регулировать под себя, поскольку рост у нас у всех разный, да, ну так же как и ширину, конечно же, у кого-то очень широкие бедра и узкие плечи, у кого-то наоборот попочка малогабаритная, да, плечи широкие. Поэтому, мои хорошие, конечно, подгоняйте под себя эти мерочки, да. Вот это такие средние статистические мерочки, под себя немножечко откорректируйте. Если у вас целые раппорты не умещаются, предположим, там какая-то мерка не 56 сантиметров, там, допустим, а вам вот надо 57. Смело добавляйте лицевую гладь справа и слева. Узор это позволяет. Он у нас весь в лицевой глади, понимаете? Вот. Смело добавляйте вот такую резинку, например, тоже декоративную. То есть расширяйте ее, да? Не 5 петель, допустим, а 7 сделайте. Или 9 там. То есть на свое усмотрение. Расширить полотно всегда можно. Всегда можно. И, в принципе, этот узор будет хорошо смотреться. Так, мои хорошие, до новых встреч. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что все было понятно в моем объяснении, чтобы вы связали, все хорошо получилось. Я, как всегда, публикую вот это описание, о котором мы сейчас с вами говорили, в виде текстового файла, ну, в виде текста под видео. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим описанием для вашего удобства. До новых встреч!